Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Азамель, и сегодня у нас очередной мукбанг. Я не буду уже говорить, вы сами видите, что это из KFC. Пока я открываю, кстати, Швепс, мне очень нравится вот этот вот, как Russian, наверное. Вот, решила попробовать. Я захотела вдруг Буксмастер как-то сильно, поэтому мы вроде бы обычно заказываем с KFC, но Буксмастера давно не было. Мне захотелось. И я заказала Буксмастер, там сырные подушки и так далее. Заказ принесли. Я открываю, а там не мой заказ. Пишу в поддержку. А там были вот эти вот курочки. Пишу в поддержку, что вот это не мой заказ. Ну, я как бы, естественно, открыла, чтобы посмотреть. Вытащить и смотрю, нет, не мой заказ. Пишу в поддержку. Они говорят, что мы можем вернуть ваши деньги. Я говорю, не надо, мне как бы нужны съемки сделать. Лучше мой заказ принесите, а я курьеру отдам этот. В итоге мне принесли мой заказ, но курочку не взяли. Наверное, у них там такие правила, поэтому я решила уже на мукбанг это тоже выложить. Но все остальное мое. Одна из моих подписчиц мне советовала сырные подушки, сейчас буду пробовать впервые. А вы, кстати, проверьте, подписаны ли вы на наш канал. Если нет, то обязательно подпишитесь. Приятный вкус. Неплохой. 7 штук заказала, там максимум можно 7 штук. За 5 манат. Конечно, для таких маленьких штучек это немного дороговато, но это KFC. Хочу свой Буксмастер. Я сказала, чтобы было без майонеза. Сейчас посмотрим, без майонеза будет или нет. Спасибо, кстати, за ваши советы. Мне иногда интересно. Вот мне девочка, мне вообще в голову не приходило заказать сырные подушки. Как-то не привлекали они мое внимание. Потом девочка написала, я думаю, почему я никогда не обращала на него внимания. Нужно попробовать как минимум просто, чтобы знать. Поэтому, если вы что-то где-то ели в какой-то франшизе, можете говорить. Если я не пробовала, обязательно попробуем. Сегодня мы еще будем отвечать на вопросы обязательно. Очень много вопросов. Давайте вытащим отсюда. Мне, в принципе, это не нужно. Здесь мой любимый хэш-браун. Пока я смотрю вопросы, вы можете подписаться на мой инстаграм. На новый мой инстаграм. Если кто-то подписан на старый, можете подписаться на новый. У меня на него планы. И там я уже активно выкладываю сторис. Посты реже, конечно, но в сторис я бываю. Итак, вопросики. Был такой интересный вопрос. Лана мне задает вопрос. Я часто вижу твои комментарии. Тебе большой привет. Привет, Мяляки. Кстати, мне очень приятно, что мне все уже начали называть по имени. Хочу, чтобы в следующем видео рассудила на тему заключенных. Если человек отсидел в тюрьме, как ты к нему бы отнеслась? Может, это было на твоем опыте, либо кого-то из знакомых. Меня это коснулось лично, но хочется услышать это от тебя. Странный для меня лично вопрос и сложный в то время. А я люблю все сложное, поэтому решила взять этот вопрос. И меня еще заинтересовало, что это коснулось ее лично.
Когда мне задают такие вопросы, я к сама себе обращаюсь вот честно. Скажи честно. То есть не так шаблонно, что смотря какой человек и так далее. Я просто сама себе задаю вопрос. Допустим, ты встретила такого человека, как бы ты к нему отнеслась и что бы ты о нем подумала. Заключенных среди моих знакомых не было. Но были те люди, которые попадали в какие-то отделения из-за каких-то нарушений, но это совсем не то. Из-за каких-то нарушений куда-то попасть можно, там, чтобы тебя там деньги взяли и так далее. Но быть заключенным — это совсем другое. Однозначно я бы обходила таких людей стороной, если я их не знаю. Но если как-то вдруг получилось, что мой знакомый, либо мой родственник, либо там, близкий кто-то стал заключенным, мое мнение об этом человеке вслепую не поменяется. Если я знаю какие-то подробности, что там что-то пошло не так, что что-то было какое-то недоразумение, конечно же, автоматически слепо я не буду этого человека считать каким-то изгоем. Но если я с кем-то не знакома, и как-то предоставляется возможность познакомиться в какой-то общей компании, то я бы не стала доверять этому человеку и как-то вообще не стала бы как-то дружно. И вообще, то есть, знаете, я о том, что если я человека не знаю, я бы обходила стороной, и не то, чтобы я прям наговорила бы на него, там может быть любое что-то случится, но я бы не стала это выяснять. То есть я бы не тратила время на то, чтобы выяснить. Просто обошла бы. Потому что редко кто попадает в тюрьму случайно. Это редкость. Поэтому я бы не стала рисковать своим окружением. Не то, чтобы еще как-то дружить, а вообще в окружение бы свое не пустила бы такого человека. Иногда люди обманываются, типа, вот, ну и что, типа, сидел, ну и что там что-то, он хороший человек. Да ладно, такого не бывает. Но повторяюсь, это лично мое мнение. У кого-то мнение может быть другим. И это совершенно нормально. Подписчица, которая задала этот вопрос, который лично коснулся этой темы, я надеюсь, что все закончилось на позитивной ноте. Решила ответить на этот вопрос, потому что он был реально необычный. Мне очень много задают одни и те же вопросы. Я сначала отвечала, думала, может быть, кто-то новенький. Но потом подумала, моим стареньким-то неинтересно, им-то скучно. Поэтому
лучше направлять их на видео, в котором я отвечала на этот вопрос. Очень много вопросов задают почему-то про нашего азербайджанского блогера Айка Эмили. Столько вопросов. Ну, часто встречается. Я 2, то ли 3 раза уже говорила, что да, я ее знаю. Просто мы, наверное, обе из Азербайджана. Это интересно может казаться кому-то, но, ребят, я не могу одно и то же говорить на всех видео. Поэтому таким комментариям я либо отвечаю в комментариях прям, либо направляю на какое-то видео. Просто я не всегда помню, в каком видео я что говорила. Привет! Первый раз на твоем канале. У тебя очень приятная, хорошая поставленная речь. Ты умничка. Спасибо большое. Очень приятно слышать. Хочу задать вопросик. Как считаешь, ревность в отношениях это нормально или все же нет? И можно ли выстроить здоровые отношения после расставания? После расставаний между молодым человеком и девушкой. Смотрите, наверное, последнее мое видео заставило вот на эту тему как-то открыться. Потому что в последнем видео мне задавали вопрос про измену, и я там несколько высказалась. Ревность — это очень сложная штука, где сохранить равновесие очень сложно. Здесь самое главное — какую-то середину иметь. Какую-то степень иметь. Я бы даже разделила это на здоровую ревность, потому что я сама по себе очень близких мне людей, дело не только, например, там муж или парень, я могу ревновать свою маму, допустим, родителей, не знаю, там своего дядю, допустим, или ну вот бабушку. Это у меня, я когда раньше у меня было много подруг, не то чтобы много, сейчас у меня просто их вообще нет. У меня было там пару подруг, я их тоже могла ревновать. Сейчас думаю, какая же глупая я была. То есть сейчас я не такая, конечно, но я знаю, каково это. И натура, конечно, у меня не может сразу поменяться на абсолютно безразличного человека. Мое мнение, если сказать кратко и как-то собрано, да, мне всегда говорят, что ты отвечаешь как-то кратко. Ну как еще отвечать? Я не могу одну тему мусолить, там, не знаю, 2 часа. Мое мнение, что если речь идет об отношениях, то абсолютно без ревности я не верю в искренность этих отношений. Прям чтобы абсолютно без ревности было. Но ревность на стадии сумасшествия, когда тебе просто спокойно не живется самой или самому, что портит тебе жизнь окончательно, это уже неправильно. То есть вам самому трудно будет жить. И этому человеку тоже. И во-вторых, когда вы показываете свою ревность, вот эту, знаете, высокую, вы показываете человеку,
как вы боитесь этого человека потерять. И здесь уже, это лично мое мнение, я просто по своему мышлению говорю, люди не делятся на хороших и плохих. Это наша натура. Когда мы видим, что нас боятся потерять, мы сразу перестаем дорожить тем человеком. Потому что он уже нами дорожит. Зачем нам это? И кто бы сколько говорил, что он не такой, по моему мнению, все люди такие. Это просто натура человеческая, по-моему. Поэтому ревность нужна, ну такая, в меру, для разнообразия. Но абсолютно прям безразличным быть к человеку — это ненормально. И еще там было про то, что можно ли построить нормальные отношения, если после расставания. Конечно, можно. Люди расходятся, сходятся. Если там не было глобальных каких-то причин, но здесь речь шла не о какой-то конкретной причине, а просто про расставание. Поэтому думаю, что да, конечно, можно. Именно про тему ревность можно рассуждать очень долго. Юля Фридман задает вопрос. Юля, тебе привет. Привет, Азамелька. Я когда Азамелька прочитала, просто... Вопрос такой. Как считаешь, какую роль играет образование в жизни девушки? Если же речь идет не строго об университете, то большую. Не раз говорила, что диплом для меня не имеет значения. Но, с другой стороны, образование не только диплом из университета. Разные курсы, разные, не знаю, уроки онлайн. Полно их просто. На кого хочешь. Хочешь на дизайнера, хочешь на учителя. Даже блогерам сейчас учат быть как. Если есть профессия, если человек развивается в этой профессии, то образование имеет большую роль. Но не университетские какие-то дипломы шаблонные. Университетский диплом никакого значения не имеет. Но девушка должна получать образование. Сейчас полно просто возможностей для этого. И человек, который просто упускает все эти возможности, думаю, что не имеет цели в жизни, наверное. На этом все, ребята. Здесь было очень много. Я уже сказала, заказывала одно, пришло два, поэтому я все это, конечно, не доем. Поэтому мы с вами прощаемся до следующих обзоров, до следующих видео. Всем пока!